Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку вот такое роскошное, знаменитое меренговое австрийское печенье Бургенлände. Печенье это делается из самых простых и доступных продуктов. Тающая во рту песочная основа, нежнейшая сверху меренга. Печенье готовится из самых простых и доступных продуктов. В итоге получается просто кулинарный шедевр. Это печенье по традиции выпекается в Австрии, в самой восточной федеральной земле Бургенланд. Эта область Австрии граничит как раз с Венгрией. И там оно выпекается как на Рождество, и также на другие праздники. И печенье это выпекается в основном именно в форме цветочка с 6 лепесточками. Я же сегодня вам предложу целую вот такую праздничную палитру. Будем выпекать и в форме пасхальных яиц это печенье. Оно настолько нарядное, благородное на вкус и на вид это печенье, что оно прекрасно подойдет, конечно же, и на День матери, в виде сердца можно выпекать, и, конечно же, на Рождество по традиции. Итак, для теста я сейчас разделяю 4 яйца на желтки и белки. Желтки нам понадобятся для песочной основы, белки для меренги. Белки сразу взвешиваю, у меня здесь 120 грамм белка, и отставляю их пока что в сторону. Здесь у меня 4 желтка. Добавляю к желткам небольшую щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара. Очень хорошо все сейчас перемешиваю до растворения сахара практически. Отставлю пока что в сторону. Здесь 120 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю туда 120 грамм сахарной пудры. Перетираю до однородной массы. Добавляю туда сейчас всю желтковую смесь. Также добавляю туда 1 столовую ложку молока, не больше. Молоко здесь комнатной температуры. Просеиваю туда сейчас 340 грамм муки. Мука обычная, количество белка в муке 11 грамм. И добавляю туда 1/3 чайной ложки разрыхлителя, не соды. Больше разрыхлителя здесь брать нельзя, потому что тесто у нас на желтках. Оно будет очень рассыпчатым. Это тесто ни в коем случае не берите больше разрыхлителя. Сейчас я объединяю все это тесто вот в такой гладкий комок. Делаю я это быстро, то есть долго вымешивать это тесто нельзя. И сразу же я его начинаю раскатывать в пласты. Для сегодняшнего набора печенья я буду использовать вот такие вырубки. Сердечко, здесь цветок, пасхальное яйцо. Также веночек. Все они в принципе по 7 сантиметров. Вот это их объединяет размер. Мою скалку я выставила уже на 3 мм, то есть тесто не нужно раскатывать здесь толсто. Толщина теста у нас должна быть 3, максимум 4 мм, потому что здесь печенье должно быть нежнейшим, иначе оно у вас, если 4-5 мм, уже не пропечется. Здесь все очень сбалансировано в этом печенье. Сейчас первое я вырубаю сердечки. Что важно для этого печенья, так как сверху у нас будет меренга, очень важно вот это печенье выпекать на расстоянии друг от друга. Пеку я это печенье на совершенно обычной бумаге для выпечки. Всю песочную основу я сейчас подготовлю, то есть все вырубки я сделаю заранее. Ничего с этим печеньем не случится. Здесь я работаю, заметьте, с неохлажденным тестом, то есть я его просто приготовила это тесто и сразу же я им работаю. Здесь у меня вырубка, в принципе, снежинка, она будет выглядеть именно как цветочек с 6 лепестками, потому что у меня вырубка была только цветочек с 5 лепестками. Видите, на каком расстоянии, чтобы меренга хорошо у нас пропекалась, я располагаю вот эти заготовки из песочного теста. Также я делаю здесь вырубкой пасхальное яйцо. Они сейчас, эти вырубки, продаются на всех маркетплейсах, естественно, и в Китае они продаются. Все это можно купить. Делаю сейчас цветочек большой, вот этот с 5 лепестками. Он тоже 7 сантиметров у меня, но лепестки очень крупные. Здесь и сама меренга будет крупная. То есть все заготовки из теста я сделала заранее. Вот здесь это важно. И эти заготовки у меня стояли просто при комнатной температуре в кухне. Ничего с этим печеньем не случится. Главное не выпекать на горячем противне. То есть для выпечки следующей партии всегда берем остывший противень. Вот столько теста всего лишь у меня осталось. То есть у меня полностью все вырубки я сделала. Сейчас готовим меренгу. Здесь у меня 120 грамм белка. Малюсенькую щепотку соли туда добавляю. Повзбиваю где-то примерно полминуты. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара и 232 грамма сахарной пудры. То есть белка у нас 120 грамм, сахара, но здесь вместе с сахарной пудрой у меня 240 грамм. Всегда берем на 100 грамм белка 200 грамм сахара. По правилам приготовления безе.
Вы можете на 5 грамм сахара больше добавить, здесь это ничего страшного. И беру именно сахарную пудру. Вы можете, конечно, брать сахар, но он очень тяжело у вас будет расходиться в этой меренге, и вам нужно будет взбивать ее до той степени, чтобы сахар полностью разошелся в меренге. Лучше берите сразу сахарную пудру, это в разы проще. Взбиваю сейчас 5 минут. После 5 минут взбивания вот такая жидкая масса. Добавляю туда сейчас 1/3 чайной ложки без горки лимонной кислоты. Это очень важно. Можете также добавить 1 чайную ложку лимонного сока, если у вас нет лимонной кислоты сухой. И взбиваю еще 2,5 минуты. И лучше всего взбивать французскую меренгу вот в такой мерной кружке или вот в такой миске для взбивания, в специальной. Сахар, пудра в нашем случае должна полностью разойтись. Вот такие слегка подрагивающие пики, как они и должны быть, у французской меренги у нас получились. Насадка самая обычная, 8 мм открытая звездочка. Кондитерская насадка здесь у меня. Еще раз просто хочу напомнить, что для взбивания меренги мы берем очень чистую посуду, полностью обезжиренную, то есть чтобы не было там ни капли жира и ни капли желтка, чтобы не попало в меренгу. Небольшую часть меренги, пару здесь буквально столовых ложек, я выкладываю в кондитерский мешок и начинаю отсаживать меренгу уже на песочную основу. Те заготовки, которые мы сделали заранее, я и делаю их первыми. Здесь очень важно, чтобы меренга была все-таки на небольшом расстоянии друг от друга. Меренга в течение выпечки будет раздаваться в стороны, но не сильно. Сильно такие расстояния друг от друга оставлять здесь нельзя, иначе у вас будут просветы и будет это не очень красиво, и джем может потом вытекать. Убираю выпекаться. Сейчас про время выпечки я скажу. С пластиковой доски аккуратно переношу это на противень. То есть вот этого количества печенья на один противень достаточно. Выпекать я буду сейчас все это печенье при температуре 160 градусов в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции на уровне втором снизу. То есть у меня 5 уровней для противня в духовке на втором уровне снизу. Я буду выпекать при температуре 160 градусов Цельсия 15 минут. Это в моей духовке. Больше здесь выпекать не нужно. Донышко уже хорошо подзолотится у печенья. Верх меренга подсохнет. Меренга должна быть воздушная, то есть она не будет здесь хрустеть, как безе, но в то же время она очень хорошо подсохнет, будет прекрасно держать форму. Донышко все пропечется. В моей духовке 15 минут это идеально. Вы должны посмотреть, отпечь одну партию и уже смотреть по качеству печенья в вашей духовке. Здесь у меня уйдет меренги из расчета порции на 3 белка. Я буду отсаживать много мелких окантовок, тоже из насадки вот этой же 8 мм открытая звездочка. Вообще этот рецепт рассчитан идеально правильно, именно на 4 белка, потому что если вы все будете отсаживать вот этими цветочками и крупными меренгами, получается, на каждый лепесток, как раз все 4 белка тогда уйдут. Так как я здесь отсаживаю сердечки, пасхальные яйца, у меня один белок по сути останется. Имейте это в виду. Если у вас будет такая же тонкая окантовка, как вот у меня здесь в сердечках, допустим, тогда взбивайте меренги на 3 белка. И уже берите сахара из расчета порции на 180 грамм, то есть сахарной пудры. Вкус будет изумительный у этой меренги, она будет с кислинкой, с легкой, и это будет как раз идеально для нашего печенья. Итак, первые цветочки у меня отпеклись. Вот такие идеальные они, хрустящие снизу, нежнейшие, тающие во рту. Сверху вот эта меренга. Отставляю их просто остывать. Вот из насадки теперь 5 мм открытой звездочкой я отсаживаю окантовочку у печенья пасхальные яйца. И смотрите, маленькое расстояние между каждой вот этой вот звездочкой я оставляю, прям совсем малюсенькое. И от бортика я немножко отступаю на каждом печенье, потому что все равно вот эта меренга, она слегка будет раздаваться в стороны. И как раз будет идеальная здесь форма тогда. Вот столько меренги у меня осталось, то есть буквально на один белок у меня здесь осталось меренги. Второй вид цветочков и колечки у меня отпеклись также. Также у меня отпеклись сердечки, вот такие прекрасные. И также у меня отпеклись печенья в виде пасхальных яиц. То есть их прекрасно можно брать в руки. Вот такое подзолотившееся донышко. Вот такая высохшая прекрасная меренга. Нежнейшая, тающая буквально во рту. Сердечки тоже по 7 сантиметров в ширину у меня. Я растопила здесь
2 столовые ложки джема, вот такого на пектине. Здесь у меня красная смородина с клубникой джем. И горячим еще джемом я заливаю серединки у печенья, потому что если такой джем остывает, он сразу у вас будет схватываться комочками. То есть здесь нужно буквально горячую массу выливать. Вы можете это из ложки делать, но из ложки неудобно. Лучше тогда брать пакет для заморозки продуктов и выливать из пакета. Почему говорю выливать? Потому что действительно он здесь льется, этот джем. Потом он застынет, он не будет абсолютно практически даже липнуть, если вы возьмете действительно джем на пектине. Такой джем на пектине сейчас в каждой стране продается, без косточек, без уже кусочков фруктов. То есть нужен вот такой идеальный джем. Также сердечки заливаю. Вот это печенье в виде сердечка с белой меренговой окантовкой просто идеально подходит на День матери. То есть советую, рекомендую его готовить. Печенье крупное, потому что здесь меренгу по-другому не отсадишь, но оно съедается мгновенно. Чем-то вкус этого печенья напоминает корзиночки с белково-заварным кремом. Вот отдаленно. Теперь также абрикосовый джем я растапливаю и заливаю половину печенья также абрикосовым джемом. Видите, он у меня практически льется. Если как здесь вот мало я залила, я пока еще все это горячее подливаю еще джема, потому что он становится полупрозрачным, таким некрасивым. На самом деле здесь будет порция джема очень маленькая на каждом печенье. Это так кажется. Распределяется прекрасно. Вот такой набор у нас получается. Здесь, конечно, у меня не все печенье, просто я вам здесь для примера показываю. То есть традиционные вот эти цветочки у нас получились с 6 лепестками. Также в виде пасхальных яиц на Пасху можно приготовить, в виде сердечка на День матери можно готовить, и вообще на любые праздники. И, конечно же, по традиции можно готовить на Рождество такое печенье. На востоке Австрии по традиции оно готовится на Рождество и на другие праздники. Вот такие замечательные цветочки, веночки у нас получились. Также вот такие в виде пасхальных яиц печенья у нас получились. Я считаю, что очень достойно. Можно также делать и с другими видами джема, конечно же, все на ваше усмотрение. Джем, конечно же, нужно брать с кислинкой. Вот такие роскошные сердечки у нас получились. Очень красивые, просто благороднейшие на вид и изумительно вкусные на вкус печенье. Вот так вот оно разламывается, это печенье. Сейчас покажу вам. Печенье нежнейшее, оно очень мягкое, оно тающее буквально во рту. Вот такая воздушная меренга сверху. 7 сантиметров. Каждая, в принципе, печенька получается, как я вам и сказала. Вот меряю вам линеечкой здесь. Вот так разрезаю. Хрустящее вот такое печенье, чтобы вам посмотреть, как оно на разрезе выглядит. Нежнейшая меренга. Рассыпчатое песочное тесто и тоненький совсем слой джема. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.